Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Что такое в понимании голых обезьян деликатес? Это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре. Наш сегодняшний гость – признанная во всем мире вкусняшка из мира богатых и обеспеченных обезьяноподобных. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Встречайте лобстера, он же омар, семейство крупных морских десятиногих ракообразных. Лангуст, похожий на омара, морской рак без клешней, тоже может употребляться в качестве общепринятого названия лобстера. Но это не совсем корректно. Кстати, не могу не упомянуть фильм 2015 года под названием «Лобстер». Главные герои этого фильма, которые в мире людишек так и не смогли найти себе пару, становятся животными на их выбор. Один из персонажей пожелал стать лобстером. Своеобразная антиутопия. Кстати, а каким животным хотели бы стать вы? Пишите в комментах, но мы отвлеклись. Лангусты, как мы уже выяснили, ни при чем. Так кто же тогда наш сегодняшний гость? Может быть, рак или краб? Из названия вполне понятно. Лобстер – один из наиболее известных представителей ракообразных, и в местах его промысла он был когда-то невероятно дешевой, бедняцкой пищей. Да, лобстер совсем не деликатес. Во времена первых британских колоний Новой Англии 17 века их было так много, что собирали их прямо на берегу и использовали в качестве удобрения для полей или наживки для рыбы, брезгливо называя морскими тараканами. Ныне дорогущий омар когда-то считался едой бедняков и скармливался рабам, заключенным и слугам. Последние даже судились с городом Массачусетсом, требуя, чтобы их кормили лобстерами не чаще 3 раз в неделю. Неудивительно, что дурная слава прилипла к этим ракообразным надолго. Только ближе к середине 19 века лобстеры снова постепенно выплывают на поверхность и начинают пользоваться спросом. Произошло это по 3 причинам. Во-первых, железные дороги активно развивались и связали, наконец, центр с побережьем. Во-вторых, люди научились консервировать продукты. В 1825 году в США был запатентован способ консервирования лосося, устриц и омара в жестяных банках. И в-третьих, стал развиваться внутренний туризм, благодаря которому Бостон, в прибрежных водах которого обитало очень много омаров, стал популярным среди жителей Нью-Йорка и Вашингтона. Они с удовольствием ели недорогих вареных лобстеров, а потом возвращались к себе домой и скучали по этому вкусу. Так, постепенно еще до Второй мировой войны лобстер стал вожделенным продуктом, за который люди готовы были платить хорошие деньги. В Мировом океане обитает 49 видов лобстеров, из которых только 33 вида используются в коммерческих целях. Наиболее распространенными и востребованными считаются американские, европейские и колючие лобстеры. Ареал нашего ракообразного – Средиземное и Северное моря, Атлантический и Тихий океаны. Крепчайший панцирь, невероятно мощные клешни. У лобстера есть все, чтобы выживать в хищном, не прощающем слабости подводном мире. Такой арсенал позволяет и отражать атаки огромных рыб, и добывать себе пропитание. Основу рациона лобстера составляют мелкие моллюски, рачки, изредка он может питаться даже падалью. Окрас омара от синевато-зеленого до зеленовато-коричневого. Забегая вперед, лобстер и омар после термической обработки, независимо от вида, приобретает красную расцветку. Представители семейства омаров имеют большие клешненосные конечности. В остальном их форма подобна речной
клешным раком. Истинных омаров отличают по наличию очень больших клешней на первой паре ног и меньших на второй и третьей парах. Глаза лобстера, расположенные у основания его антенн, чувствительны к свету, но они не различают цветов или не воспроизводят четких изображений. Глубоководные омары полностью слепы. Большую часть зрения им обеспечивают 3 пары антенн. Большая пара используется для тактильного восприятия, а 2 поменьше помогают ориентироваться по запаху растворенных в воде веществ. Придаток между глазами лобстера часто принимают за нос, но он нужен лишь для защиты глаз во время драк. Кстати, потеря клешни не проблема для нашего лобстера. Если омарь потеряет клешню или ногу, во время линьки конечность регенерируется. Линька происходит несколько раз в год, пока лобстер не станет взрослым. Во время линьки панцирь раскалывается, и все твердые частицы осыпаются. Любые отсутствующие конечности за это время отрастают заново. Омар также может сам оставить конечность, чтобы, например, спасти свою жизнь. Это адаптивное явление называется аутотомией или рефлекторной ампутацией. У омаров ярко выражен половой диморфизм. Самцы намного крупнее самок. Продолжительность жизни у самцов 31 год, а у самок целых 54. Согласно книге рекордов Гиннесса, самый большой омар, пойманный в Новой Шотландии, она же Канада, весил 20 килограммов. Деликатесы деликатесами, но и еде надо как-то размножаться. Самка лобстера обычно навещает доминирующего в округе самца и соблазняет его для спаривания. После нескольких таких посещений самец готов к размножению, но сначала самка должна раздеться, сбросив панцирь. После спаривания самка остается в убежище самца, пока ее панцирь не вырастет заново. Весь процесс занимает от 10 дней до 2 недель. Но затем приходит другая самочка и делает то же самое. И еще до тех пор, пока все самки не спарятся с доминирующим самцом. Таким образом, вместо того, чтобы спариваться на всю жизнь, лобстеры становятся серийными моногамистами, у которых моногамные краткосрочные отношения сменяются друг другом. После вылупления личинки свободно плавают в воде около месяца, прежде чем оседают на дно океана. В качестве дома они выбирают скалистые пещеры и расщелины. Лишь 1% личинок достигает дна, и в целом только 2 из каждых 50 тысяч яиц доживают до взрослых особей. Омары, в отличие от большинства других животных, с возрастом не становятся слабее и не теряют способность к воспроизводству, а продолжают линять и расти всю свою жизнь. Однако это не значит, что они живут вечно. В какой-то момент, даже если их не поймают, они умирают по естественным причинам. Часто это происходит потому, что у них заканчивается энергия для линьки, а отсутствие линьки приводит к смертельным заболеваниям. С середины 19 века предпринимались попытки искусственного разведения, которые были расширены в начале 21 века, но до сих пор не было найдено коммерчески выгодного метода их культивации. Как следствие, популяции омаров постоянно сокращаются, а деликатес становится все более дорогим. В еду людишек, как правило, используется мясо из-под панциря, в хвосте, ногах, печень и икра. Из лобстеров готовят салаты, заливное, суфле, муссы и супы. А что для вас самый вкусный деликатес? Напишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видео
видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!